И я представлю сегодняшнего нашего гостя Игоря Валерьевича Кузнецова, доцента кафедры всеобщей истории и международных отношений Кубанского государственного университета, старшего научного сотрудника Института языкознания Российской академии наук. И я благодарю Игоря Валерьевича за то, что он выделил время, пришел сегодня. Игорь Валерьевич, Да-да, вам слово. всё правильно представил. Благодарен за то, что позвали меня. Вот. Это большая честь выступить перед такой аудиторией. Тем более, кто в онлайн будет смотреть, вообще невозможно представить себе. Спасибо большое. Ну, наверное, какие-то вопросы заготовил. Давай. Переходя к интервью, переходя к разговору, Игорь Валерьевич сам этнограф, этнолог, как это принято говорить и в западной науке, и сейчас в современной российской науке. Это человек, который изучает людей и общество. И главный инструмент этнолога — это полевое исследование. Это его ну, главное. Без полевых исследований, без полевых выездов невозможно заниматься этнологией. И первый вопрос такой. Вот полевое исследование — это главный инструмент этнографа? И в чем его главные аспекты? Ну, 2 слова надо сказать о том, вот как относиться к этим названиям: этнография, этнология, антропология. Да, это как синонимы надо воспринимать. Не всегда так было. В советское время мою науку называли этнография. Ну вот с 90-х годов вот эти вот 2 слова тоже употребляются. А так в других странах, в Европе, в Северной Америке чаще всего называют ее антропология. Вот. Да, действительно, скажем, как и у археологов, так как и у геологов, так и у этнологов, очень важно, собрать свой полевой материал, а потом написать что-нибудь там, статью или диссертацию, или книгу. Вот. И это своеобразная такая еще инициация. То есть вообще, по-человечески, ну, в тех, вузах, в тех университетах, где это возможно, конечно, материально, вообще по-человечески этнограф, он вначале едет в поле, а потом уже пишет свой диплом на своем материале. Ну, к сожалению, не всегда так получается. Вот. О важности полевой работы. М, да, конечно, методика полевой работы — это может быть одна из самых ключевых проблем, которую мы решаем. И тут и стандарты, и отношения к этому меняются. Этнография же хоть и не совсем старая наука, не такая, как там, скажем, математика или история, но все равно лет 200 уже существует. И вот эти 200 лет мы все время спорим и ругаемся, кто правильно собирает полевой материал, кто неправильно собирает. Скажем, в какую-то эпоху, ну, например, там в эпоху классиков, основателей нашей науки, таких как Франц Буас, допустим, в Северной Америке, или Малиновский, вот их методика считалась золотым стандартом. А сейчас то, что делают современные, так сказать, их потомки, они уже и там где-то ошибки, и критикуют. То есть это такой неизбежный процесс. Ну и я в свое время тоже собирал полевой материал, ездил по разным селам и весям. Вот. В принципе, можно так сказать, большую часть Кавказа изъездил. Хотя моя тема, ну, она достаточно узкая была. Я занимался больше армяноведением. Ну и побывал и в Дагестане в экспедициях, и в Абхазии много раз был, может быть, там полжизни провел в какой-то степени. Вот. Ну и в Турции приходилось бывать, в Азербайджане и так далее. То есть это вот в самых общих чертах. Я думаю, в общих чертах понятно, что для исследователя важен сам контакт с людьми, само это включенное наблюдение, погружение в общественный процесс, то, как люди живут. В семью даже, можно так сказать. То есть ты становишься частью этого народа и смотришь, наблюдаешь за тем, как люди живут, как на что реагируют. А вот само, что изучается этнологами, один из главных таких вот, я бы сказал бы, именно фольклор. Да, фольклор как, душа народа, иногда говорят. А что такое вообще фольклор? Ну, понимаешь, Нурби, вообще-то на самом деле фольклор все-таки не основная тема для антрополога. Скажем так, в XIX веке, когда мы начинали, больше интересовались социальной организацией, правом обычным, вот такими вещами. Раса тоже очень интересовала, измеряли людей. Вот. Ну, все, конечно, поменялось в XX веке, но вот так вот, чтобы фольклор прямо стал в фокусе, это не так часто. То есть это вот какие-то особые специалисты, которые этим занимаются. А, например, в России вообще фольклористы считаются другой уже
представителями другой дисциплины. Так что я тут сбоку немножко. Вот. Ну, могу сказать, конечно, если надо. Фольклор, это творчество, устное народное творчество. Очень много жанров фольклорных. Есть там всякие микрожанры, есть эпос, есть легенды, мифы. Ну, это же вы слышали все эти слова. Вот, они тоже сильно очень отличаются. Они отличаются и по времени возникновения своего, и по отношению, скажем, к истории, к летописанию и книжности. Например, эпос — это такой жанр, который уже совсем близко к летописанию стоит. Ну, наверно, поздний, да? А волшебная сказка, наоборот, очень ранняя, очень архаичная, и там можно найти такие, вещи, которые не имеет смысла, пытаться подтвердить историей. То есть это все, наверно, к категории мифологического относится. Вот фольклор очень разный. Вот, так сказать, самое общее определение. Ну, фольклор, который записывается исследователем, это то, что сохранилось в народной устной памяти в основном. И в чем особенность этой народной памяти? Да, вот 2 раза ты уже, сказал это самое народная душа, народная память. Ну, понимаете, в чем дело? Все таки современные фольклористы и антропологи не считают так, что, это вот, не знаю, плод творчества коллективного анонима, как, например, любили рассуждать ученые XIX века. Все таки мы считаем, что за фольклорным произведением, как и за книжным, стоит автор. Понимаете? Другое дело, что, иногда этого автора легко определить, а иногда действительно этот текстик, он может быть совсем маленький, там какая-то пословица, да, а она может через столько рук, или лучше сказать, ртов пройти, это же устный фольклор, что там тяжело будет, истоки, так сказать, всего этого определить. Ну, определяют, пытаются, то есть ученые этим занимаются. Ну, например, мы с тобой уже в беседах, так сказать, давно упоминали это имя. Один из крупных ученых, один из классиков современной фольклористики. Это такой A.B. Лорд, да, гарвардский профессор, Альберт. Ну, просто в Америке можно, когда по инициалам называют человека, он сам, например, так хочет, и все его до смерти называют инициалами. Ну, вообще он Альберт. Вот, и, скажем, это, может быть, он славист. Это, может быть, самый крупный специалист по эпосу. Он вот в том числе, мы все историки проходим по истории Древней Греции гомеровский вопрос. Вот он в том числе гомеровский вопрос, мне кажется, решил. Вот. И он просто-напросто проводил полевые исследования на Балканах и вот наблюдал за тем, как пересказываются даже такие огромные циклы поэтические, как эпос. Да? Это многочасовое занятие. То есть человек запоминает формульно огромный поэтический текст, и вот, значит, там они где-нибудь в таверне сидят, и он все это пересказывает, и люди там целую ночь слушают его. Вот, наверное, так примерно и гомеровский эпос в свое время возник и развивался. И каждый такой сказитель, он как бы склеивает версии, которые ему достались от предшественников. И вот так он в результате получается эпос. То есть понятно, что это один из авторов. У этого автором был предшественник, у того еще предшественник. Ну, вот так вот создается фольклор. Ну да, можно сказать, что это душа народа, но я бы все-таки такие вот красивые эпитеты поменьше употреблял. То есть любое творчество, понимаете, оно имеет своего автора. В этом смысле древние греки, по-моему, абсолютно правы были. Они считали, что у каждого изобретения был свой хотя бы мифический, какой-нибудь кентавр, но все равно автор. Вот антропология современная больше склоняется к этому вопросу. То есть спор тут больше идет вот о чем. Насколько это представитель данной культурной традиции бесписьменной, а не, например, какой-то человек, который где-то вычитал в какой-то книге средневековой, допустим, да? Вот о чем разговор. А не о том, что прямо совсем автора нет. То есть автор, конечно, должен быть. Как раз таки Запутал, наверное, нет, будет, да? предвосхитили. Мы будем, наверное, сейчас это разбирать, потому Ну, что вы если что, будем, предвосхитили, да, да, следующий уточнять. вопрос. Я как раз таки хотел сказать об Альберте Лорде и спросить, кто такие сказители. Ну, перед этим, наверное, можно было бы раскрыть, сам вопрос, Одиссеи, Илиады и гомеровский вопрос, потому что здесь не все историки. И в чем суть? Это, во-первых, масштабное произведение,
И оно, понимаете, не совсем ясно, насколько независимо, так сказать, от письменного текста. Потому что гомеровский эпос, он содержит, эпос в кавычках, да, он содержит, ну, такие версии, которые просто так в селе не могли возникнуть. Ну и потом историки, которые всем этим занимаются, они знают, что даже во временном отношении гомеровский эпос отражает как бы две эпохи, как минимум, да? Значит, что-то там у него с историей не так все просто. И вот эти споры, они уже лет 300 идут, как относиться. Был ли один автор Гомеру этого самого эпоса, или вообще не было, или, скажем, были какие-то люди, которые, вот как я сейчас говорил, да, версии эти склеивали, рапсоды такие, да, так их называли древние греки. Но сейчас все-таки считается, что это дело сказителей. То есть Гомер, может быть, какой-то первый там когда-то и был, но дальше уже они приложили свою руку. И то, что мы сейчас знаем, это уже творчество этих людей. Вот. Вот такое дело. Это если говорить о сказителях. Значит, есть культуры, это я уже как этнографом говорю, есть культуры, где сказительство представляет из себя особый институт. То есть они имеют, ну, то есть они как бы относятся к этому очень серьезно. А есть культуры, где этого нет ничего. Понимаете? Ну, например, скажем, если про Кавказ. Вот смотрите, у адыгов вроде бы засвидетельствованы специальные профессиональные сказители, да? А вот, например, у армян, ну, может быть, в одном районе, там, в районе Сосуна что-то было. А так, в общем, нет. В общем, этого института, по крайней мере, к XIX веку уже не было. Вот, то есть это не универсалия. Это не значит, что у каждого народа есть, вот как ты говоришь, душа, да, свой эпос, и у этого эпоса обязательно есть свои сказители. Может так и не быть, понимаете? И отсюда, скажем, у кого-то эпос достаточно развит, да, а у кого-то, ну, он вырождается потихонечку в какие-то такие легенды, да, разрозненные. Вот, может быть, самый поразительный случай, а может быть, один из, это, конечно, индийский текст, огромный текст Махабхарата. То есть, и даже если посмотреть в русском переводе, это вот такие вот тома, то есть их несколько, да. Вот он передавался 11 столетий сказителями устно. То есть он был записан гораздо позже уже, ближе к нашему времени. Это вот подвиг, я считаю. 11 столетий сохранять такой текст, передавая из уст в уста, причем вы же должны понимать, что за 11 столетий язык и меняется вообще кардинально. То есть они до сих пор произносят, ну, уже не произносят, это уже записано все, конечно, как и домеровский эпос, да? Они до сих пор пользуются языком, когда, так сказать, читают Махабхарату, несовременным. Это даже не совсем санскрит, это более архаичная форма, чем санскрит. Санскрит отличается от современных индийских языков очень сильно. Ну, как латынь, например, там от румынского языка, а может и больше, да? А вот представляете, люди, не понимая уже, о чем там речь, они просто механически заучивали вот эти вот отдельные формулы, фразы, и потом кто-то их склеивал. Ну, я, конечно, в кавычки склеивал, как метафору употребляю. И он за 11 столетий сохранился. Но там была целая грамматологическая школа. То есть, были люди, которые, скажем, тщательно исследовали эти все формулы, разбивали их на составные части, понимаете, в определенном порядке их воспроизводили. В общем, это целое дело. Так что такие удивительные случаи тоже бывают. Я как раз-таки хотел бы добавить, ну, я думаю, что некоторые люди скажут: "Опять ты про Успенский район, про эти АУ там и так далее". Но подобное что-то мы фиксировали, даже как-то с Харриет Руслановной статью писали в сборник про мы его назвали "Черкесский Хэллоуин" статью, но это больше как кликбейтное название. На самом деле речь шла о традиции, когда дети по вечерам ходили последние дни месяца Рамадан по дворам, и у них разная речевка. То есть зикр произносил, но вот в ауле Урупском специфика была в том, что текст этой речевки, он непереводим, никто не знает, на каком языке это происходит. Скорее всего, это очень искаженный арабский. И 100 лет — это, конечно, не 11 веков, это 100 лет дети из поколения в поколение передавали, родители передавали детям и так дальше по цепочке, и ходили с этой речевкой, вот до последних, буквально лет. И до сих пор мы перевести этот текст не можем. То есть вот что-то подобное
по восприятию. То есть люди не понимали, но механически это передавали, механически данная традиция сохранялась. Мне тоже попадалось что-то такое. Я записывал, еще в 90-е годы. Это короткие тексты небольшие, четверостишие или там 2 четверостишия, заклинания от засухи. И даже не помню уже, в 92 году в советской этнографии, еще тогда была советская этнография, не этнографическое обозрение, опубликовал результаты. И вот, да, там такая же история тоже. Значит, люди то есть ходили по деревне, а, произносили тексты, и, так сказать, мотивация какая была? Чтобы все-таки пошел дождь, а в текстах самих часто они просят, да, в некоторых случаях дождя, а в некоторых случаях солнце, наоборот. То есть не задумывались. Вот текст как бы живет своей жизнью. Он там трансформируется, понимаете, есть определенные закономерности, как он развивается во времени, а люди просто воспроизводили, даже не задумываясь. И вот они просили одно, а говорили о другом совсем. Так что это, наверное, общее место. Кстати говоря, э, ведь занимаются ученые тоже этими трансформациями. Ну, особенно известен Леви-Стросс, Клод Леви-Стросс. Ну и у нас тоже в России целая школа, Московская Тартусская школа. Вот исследователи, представители этой школы тоже занимались вопросами распространения мифологических текстов. То есть как они там меняются, что с ними происходит. Это очень интересная тема, ну, совершенно особая. Продолжая наш разговор, можно ли считать фольклор и фольклорный текст как исторический источник? Ну вот то, что мы до этого говорили, это уже наводит на мысль, что в строгом смысле этого слова нельзя. В строгом смысле этого слова. Но лорд, он там, в общем-то, определенные закономерности подчеркивает. То есть, когда, скажем, допустим, персонажи объединяются в каких случаях, например, они близкие имена носят, может быть, даже из разных эпох, и попадают в текст как одно имя, да, и так далее. То есть там компрессия, в общем, целый ряд закономерностей. И зная все это, в принципе, историк может использовать как источник, но только не буквально там читать то, о чем там говорится, а понимать вот эти вот все условности. Ну, скажем, когда я читаю, например, про нартовский эпос или нартский эпос, как лучше сказать, работы вот так сказать, и абхазских ученых, и, значит, и адыгских, часто они понимают буквально, мне кажется, слишком буквально то, что там, то, о чем там говорится. Я бы так не делал. То есть, например, только на том основании, что там упоминаются, например, какие-нибудь орудия труда, они делают вывод, или там, скажем, роды, они делают вывод о том, что этот эпос сформировался чуть ли не в первобытно-общинную эпоху. Я бы так не поступал. Ну, то есть просто в советское время, мне кажется, вот эти все фольклорные исследования, они очень традиционными были. То есть просто наши исследователи многое не использовали, то, что уже наработано их коллегами в других странах. И вот отсюда эти перекосы. Это интересно, очень интересно. Но еще раз говорю, надо понимать вот все особенности, связанные с жизнью текста, с его не, неизбежными трансформациями. И тут вопрос из онлайна. Сказители есть у народов бесписьменных или у письменных народов тоже есть сказители? Ну, конечно, самый первый ответ у бесписьменных, да. Но, понимаете, народы же письменные и бесписьменные по-разному. Вот, скажем, русский народ. Какой он? Конечно, письменная культура у русского языка очень, ну, достаточно старая уже, да, древняя, можно сказать. Но целые пласты общества же все равно живут устной культурой, да? Вот, например, когда фольклористы приезжают в кубанские станицы, они же спрашивают, какие тексты, то есть устное народное творчество. Понятно, что вот в таких обществах, в таких культурах возникает проблема влияния письменного текста, книжности на фольклор. Это да. Если, например, записать
скажем, что поют сейчас в станице или там в армянской деревне, то окажется, что большой процент этих песен какими-то композиторами и поэтами в свое время были написаны. Только они трансформировались, упростились там, может быть, какими-то деталями дополнились. Но да, письменных по происхождению, по своему, много текстов, которые потом становятся устным народным творчеством. Вот опять, если метафору эту использовать. А у бесписьменных народов, да, конечно, это все связано, это все гораздо в большей степени развито. Но еще раз говорю, понимаете, эпос — это достаточно, все-таки поздняя вещь. Скажем, у каких-то индейцев Яномама в Бразилии эпоса не будет. То есть они будут рассказывать какие-то мифологические, сюжеты. Вот, может быть, им не нужно сказителей иметь, которые бы сидели всю ночь и все это склеивали в огромный эпос типа Махабхараты, потому что у них этого нет. То есть это тоже надо иметь в виду. То есть эпос — это вот как бы, наверное, скорее всего, может быть, фольклористы сейчас послушают меня и скажут: "Боже, что он городит?" Но, скорее всего, это такое время, когда, оба вектора, сходятся в наиболее сильной позиции. То есть еще рассказывают много некнижного, и уже есть профессионалы, которые все это передают, рапсоды склеивающие, сшивающие и так далее. Ну. И в отношении эпоса, и в отношении фольклора, и в отношении этнографии, этнологии очень важным аспектом является язык. И мы уже с вами разговаривали не один раз, и даже вот перед началом тоже обсуждали вопросы адыгского языка. И в связи с этим и вопрос. Вот ваше рассуждение, ваши мысли по поводу литературных норм адыгейского языка. Трансформирует ли вообще это сам язык, само восприятие и речь людей? А, вот у адыгов все равно сохраняются говоры, диалекты, причем сильно сохраняются, сильнее, чем, допустим, русский язык и Конечно, русский русские. народ. А в отношении языка в школу человек может приходить и изучать язык, на котором он дома не разговаривает. Как это влияет вообще, в принципе, на язык, на восприятие? Это очень сильно влияет, но просто надо, опять же, вот ты правильно говоришь, иметь в виду, насколько, в этой культуре, в этом обществе письменная традиция играет главенствующую, вообще, насколько какая роль у этой письменной традиции. То есть, да, у адыгов, у многих других младописьменных народов, как вот иногда называют их, в литературе, письменные языки не стали еще тем, чем, скажем, эти письменные языки являются у грузин, у армян, у англичан, у французов и так далее. И отсюда вот эти вот все, так сказать, хитросплетения и вот эти все сложные взаимоотношения с, диалектами, которые могут, отличаться достаточно сильно. И люди могут, например, спокойно всю жизнь проговорить на диалекте, и только по телевизору там или где-то по радио услышать литературный язык. Ну, и особенно он и не нужен им, понимаете? То есть вот это надо учитывать. А так, да, письменный язык, он влияет на все. И на фольклор, конечно, он влияет. Да и вообще язык этот ведет себя по-другому. Вот, скажем, я не знаю, мы обсуждали когда-нибудь с тобой или не обсуждали, есть так, я просто сейчас об этом пишу, есть такой метод определения родства языков и даже хронологии их распадения. Называется глотохронология или лексикостатистика. То есть это когда, значит, составляют корневые словари. Ну, в каком смысле корневые? В том смысле, что туда слова включаются не заимствования, не такие вот, которые меняются очень быстро, да, ну, например, там, компьютер, да, вот названия всякие такие, которые нас окружают сейчас. Это же ясно, что через 100 лет все поменяется и другие слова войдут. Слова, которые долго сохраняются, столетиями и тысячелетиями. Вот составляют такие специальные словари и потом сравнивают их. И давно замечено, что это тоже такая дискуссионная вещь, но, в принципе, это уже известно. Если сравнивать письменные языки, то время, время их разделения течет медленнее. Если сравнивать бесписьменные языки, то они быстрее разделяются. Понимаете? Вот вам что может делать литературная норма. То есть она как бы стабилизирует форму языка. Конечно, влияет на все тексты, которые на этом языке создает, безусловно. Мы как раз-таки обсуждали о уникальных открытиях, которые Кавказоведение внесло в мировую науку, и одним из них является фонема Яковлева.
И в чем суть уникальности? В чем суть уникальности? И вообще, о чем это? О чем? Ну, в школе же все проходят, не знаю, какой там русский язык или какой другой, да? Детишек учат же записывать, значит, слово фонемами, фонематическая запись, и звуками, фонетическая запись. И там отличия есть. Например, скажем, гриб и гриб, да? Вот мы произносим один и тот же звук там. А на письме или по контексту даже, не просто на письме, даже в устной речи по контексту, мы можем понять, что в первом случае там фонема «п», а во втором случае там звонкая фонема «б», потому что гриб имеется в виду. Значит, фонема — это как бы особенные звуки. То есть у любого языка звуков очень много, вообще совсем много. И, между прочим, вот эти вот э, очень странные и очень сложные звуки абхазо-адыгских языков, о которых вы понимаете, о чем я говорю, увулярные, вилярные, разные там, лабиальные, большое количество, абруптивы, вот они даже в русском языке могут встретиться или в английском языке могут встретиться. Ну, просто человек, когда их произносит, он даже не понимает, это как искажение в потоке, значит, речи. Ну, они смысла никакого не несут. А фонема — это такой звук, который участвует значит, в реализации смысла различительной функции языка. То есть он служит для того, чтобы одно слово отличали от другого. У фонемы, у каждой, ну, вообще, часто, не у каждой, очень часто, у фонем есть варианты. Вот они называются аллофонами. Варианты эти возникают из-за чего? Где они в слове стоят, в начале, в конце, куда падает ударение и так далее. И вот эта вот ситуация с гриб-гриб, да, она как раз показывает аллофон. А, вот раньше, скажем, в XIX веке, в начале XX века, ученые не знали, что такое фонема. Ну, просто не открыта она еще была. Понимаете, когда с письменными языками, тут все просто. Посмотрел, какие у них кто-то когда-то, как Месроп Маштоз, например, в армянской традиции, да, создал этот алфавит. Ну и хорошо, и будем теперь читать вот так вот, как там написано. А когда бесписьменный язык, это надо же самому все выделить ученому, который записывает его. Он же никогда нигде не фиксировался. И кто знает, сколько там звуков. Надо слушать и, значит, все это выделять. И вот поначалу, в XIX веке, в начале XX века выделяли все, что слышали. Вот эти все искажения, о которых я говорю, аллофоны, они тоже все фиксировали. Это очень сложная запись была, и главное, что она, ну, это неблагодарная работа, понимаете? Она не показывает закономерности звуковые, фонетические, которые характерны для этого языка. Вот. А открытие Яковлева, не один Яковлев открыл фонему, нет. Но на нашем материале, вот в Советском Союзе, это Яковлев, да. Примерно в то же самое время в Северной Америке, значит, Эдуард Сапир, такой великий антрополог и лингвист, тоже подошел к этому, совсем с другой позиции, но подошел к этому. И там еще наш один соотечественник такой, Роман Якобсон, но он, значит, уже к тому времени в Америку приехал, и вот они вместе с ним примерно в те же самые 20-е годы открывают фонему. Это вот открытие, которое совершено было на двух континентах приблизительно в одно и то же время. Вот. А Яковлев это свое открытие сделал на кавказском материале, и более того, на кабардинском материале. Поэтому это, конечно, интересное, конечно, это уникальное событие. Вот. Кавказ подарил миру, видите, еще одно очень важное открытие. Их не так много, кстати говоря, я вот думал. Не так много Кавказ и материал, не так много случаев, когда кавказский материал послужил для выведения каких-то совсем судьбоносных, очень важных новшеств. Ну вот фонема одно из таких. Да. И имеет непосредственное отношение к кабардинцам, к черкесам. Самое непосредственное. Ну и еще, наверное, скажем, что Яковлев, профессор, принимал участие в создании адыгейского письменного языка вместе с Даудом Ашхамафом, да, вместе с Даудом Ашхамафом, местным лингвистом, Да. Учеником учеником Николая Яковлева. Феофановича Яковлева, да? Совершенно Да. верно. И если продолжать в этом вопросе насчет различных уникальных особенностей, которые наука выделяла, и наука в поле изучала их, э, вопрос убыхского языка. Почему вопрос, помимо того, что убыхский считается языком вымершим, помимо этого, что еще привлекало науку в убыхском языке и что до сих пор привлекает?
Ну, начнем с того, что вот то, что он вымерший, это уже, так сказать, большая доля вопроса, проблемы. Потому что, понимаете, кавказские языки ведь, ну, как и во многих других регионах, примерно такая же ситуация была, их поздно описали. То есть люди на них говорили столетиями, тысячелетиями, а вот ученые взялись за их описание очень поздно. Это в основном вторая половина XIX века. Вот. А это то самое время, когда, вы же знаете не хуже меня, когда махаджирство привело к тому, что очень большое количество людей с Западного Кавказа особенно выехали из этой территории и попали на территорию Турции. Из них убыхи, ну, как считается, полностью, так сказать, переселились. Все до одного. Ну, может быть, там почти до одного. Вот. И в следующий момент, убыхи и здесь, на Западном Кавказе, они а, тесно сообщались со своими соседями, то есть с абхазами на юго-востоке и с адыгами на северо-западе. И поэтому, наверное, почти каждый убых уже в конце XIX века, он был триязычным. То есть он знал свой, адыгский, западноадыгский, кяхский, ну, то есть адыгейский современный, и убыхский, ой, и абхазский. Вот. И когда они переселились в Турцию, то они очень быстро ассимилировались в языковом отношении. Значит, последний убых, ну, человек, который говорил на этом языке, он умер в 1900, по-моему, 91 или 92 году, не помню точно, 91 или 92. Мы знаем его имя, это Тевфик Эсенч. Благодаря чему? Благодаря тому, что он работал очень долго с французским крупным востоковедом, лингвистом Жоржем Демизилем. Так вот, возвращаюсь к уникальности. Значит, убывский язык, по сути, по-настоящему Демизиль и описал. То есть получается, что он его описал на последней стадии существования этого языка. Понимаете? Поэтому, конечно, это очень интересно, очень важно. То есть у нас нет возможности сравнивать работу Демизиля. Ну, чуть-чуть есть там, скажем, на Кавказе Дир немножко там, в общем, не очень, не очень хорошо это сделал, но сделал. Потом еще там был Мессарож такой, который работал в Восточном институте Чикагского университета, был послан в экспедицию уже в Турцию, где он на Кавказе еще описывал. Ну вот, уже в Турции тоже там описание своего бысского языка осуществил. Но они несовершенны. Настоящие, конечно, принадлежат Дюмизилю. Вот, то есть у нас очень мало источников для того, чтобы его изучать. А по всему видно, что язык особенный. Почему? Потому что он занимает, значит, среди западнокавказских, вот абхазо-адыгских, промежуточное положение. То есть он и не адыгский, и не абхазский, а равноудален и от того, и от того. Ну, как бы посередине, да. То есть если говорить о том, как, так сказать, выглядит история этих языков, то был когда-то праабхазо-адыгский один, потом он разделился на три ветви. Вот одна, она потом родила, так сказать, два близких адыгских языка, другая вот эту вот абхазо-абазинскую ветвь, а третья веточка посередине, она была представлена, пока не вымерла, пока не высохла, убыским языком. То есть вот в чем особенность его. Ну и последнее, значит, он не просто посередине, но вот так получилось, что самый интересный, самый сложный консонантизм, состав согласных звуков, вот именно в удмуртском языке. То есть их там еще больше, чем в соседних диалектах адыгского и локотского. Вот это вот все вместе и а, заставляет нас интересоваться. Ну, мы, наверное, отметим и скажем, что убыхи не вымерли, они живут, проживают в Турции. И на ресурсах Адыгахас недавно выходил видеоматериал с Марией Эдуардовной Сысоевой, которая как раз защищала кандидатскую диссертацию в прошлом году в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук по убыхам. И по разным аспектам убыхи проживают порядка 20-30 тысяч, говорит Мария Эдуардовна, сейчас в Османской, в Турции. Но их, они убыхи, это самосознание, но языка, к сожалению, уже. Да, Да, они они тут. говорят либо по-турецки, только по-турецки, либо еще на одном из вот западно-кавказских языков. То есть кто-то абхазский знает, кто-то адыгский. Более того, есть такой голландский один исследователь, Смец его фамилия, он изучал особый адыгский диалект убыхского.
Вот это интересно. То есть у убыхов, видимо, уже здесь, на Западном Кавказе, помимо своего языка, который вот такой вот совершенно особенный, да, еще и бытовал, ну, по крайней мере, у части убыхов, да, еще и бытовал свой диалект адыгского, адыгейского. И он тоже особенный. То есть он такой простенький, но явно видно, что он с шапсутским как-то был связан. Так что вот такая ситуация. Понимаете, народы Кавказа, ну, наверное, почти все, они издревле и трехязычные. То есть выделить вот так вот какой-то регион здесь, где бы люди говорили только на своем языке, больше ни на ком другом, я думаю, невозможно. Это накладывает на лингвиста еще больше всяких дополнительных проблем, потому что двуязычие — это очень интересная ситуация. Она, конечно же, влияет на то, как язык сохраняется, ну, скажем, коренной, родной у этого народа, и что происходит с языком вторым, которым он пользуется, а часто также настолько же хорошо знает, как и свой коренной, родной. Вот. Насчет вымирания два слова. Понимаете, с языком все просто. Вот перестали говорить, значит, язык вымер. И даже этим занимаются, ЮНЕСКО, скажем, там имеет свои программы, и, понимаете, отдельные исследователи даже выделяют разные типы. Вот это, значит, вымирающие, вот это вот находящиеся под угрозой, вот это такое, вот это сякое. Вот точно так же, как с видами животных. Такая же классификация. Ну, понятно, по количеству определяется по количеству говорящих носителей языка. Потом важен еще какой фактор? Кто носители? Если это старенькие бабушки одни, скажем, за 70, понятно, что они умрут и язык уйдет. Вот как с Тифитом и Сенчем. А если это молодежь, хоть и мало, там 30 человек, но они, например, в возрасте с 20 до 30 лет, значит, он еще продержится какое-то, ну, более длительное время. Вот. Так вот, с языками просто, а вот с народами все гораздо сложнее, понимаете? То есть таких вот прямо ситуаций, когда бы, ну, в результате какой-то катастрофы, не знаю, вулкан, например, взорвался, или геноцида, вымерла, исчезла бы какая-то этническая группа, вот все до одного, я ни одного не могу назвать вам. Я ни одного случая не могу назвать. То есть обычно это гораздо более длительный, многофазовый и сложный процесс. И в этом процессе есть период угасания, и очень часто, особенно в наше время, вот сейчас это пошло, период возрождения. Поэтому, если уж совсем точно говорить, я бы этих убыхов называл неубыхами. Понимаете? Это такие люди, скажем, у которых, например, прадед разговаривал, а потом несколько поколений еще надо узнать, кем они себя считали. Они вполне возможно, что, например, там в 50-е годы какие-нибудь считали себя адыгами, допустим. Понимаете? Вот. То есть это все очень-очень важная вещь. Мы знаем об этих случаях в других частях мира, например, на Британских островах. Вот вы же знаете, там помимо англичан, да, живут еще, ну, более мелкие такие этнические группы, кельты по происхождению, которые тоже многие позабывали язык. Вот, например, ирландцы, да, и не такая уж и мелкая, а в принципе и государство Ирландия, и в Северной Ирландии, в Ольстере, в основном-то они англоговорящие. То есть там несколько деревень осталось, которые еще пользуются своим кельтским ирландским языком. И сколько ни пыталось ирландское правительство, независимое государство, сколько усилий не потратило, чтобы восстановить язык, не получается его восстановить. А в других случаях хорошо получилось. Например, значит, есть совсем маленький остров Мэн. Ну, может быть, слышали, в Ирландском море, между островом Британия и между островом Ирландия, где коты бесхвостые, там они вывели такую породу. Вот этот самый мэнский язык, да, он вымер достаточно давно, понимаете? Но умудрились, краеведы, местные ученые локальные, да, добиться, чтобы он возродился. То есть вот сейчас неомэнский, он существует, его в школе изучают, и, в общем-то, на нем люди уже начали говорить. Но, конечно, это не те мэнцы, которые были там 200 лет назад, да, но вот что-то такое возродилось. Так что такие случаи бывают. Ну, это, наверное, вопрос уже больше какого-то престижа или принадлежности к какому-то сообществу, когда люди изучают язык, который уже вымер. Ну, все меняется же в истории. То есть то, что когда-то было непрестижным и чего стыдились, то потом на каком-то другом витке временном становится престижным, и люди, наоборот, держатся за это. То есть так часто бывает.
понимаете? Вот насчет фольклора мы и говорили про сказителей, людей, которые передавали и сами частично создавали этот фольклор, сам сказ. А, Они могли быть людьми, заинтересованными в сюжетных линиях, то есть подкупленными, либо крайне субъективными, и людьми, которые были такими древними медиа, которые вели свою определенную пропаганду. Но если действительно, сложился такой институт прямо, вот развилась возникла группа профессионалов, которые там что-то получали за свою работу, да, не знаю, там деньги, почести, привилегии, ну, конечно, власть, она присутствует везде, естественно. Фуко нас учит о том, что в слове уже вшита власть, да, властные отношения. Конечно, и в этом случае тоже. Но я не думаю, что прямо у адыгов это вот такой совершенно особый институт был, которых один князь туда направил, другой туда. Может быть, какие-то отдельные случаи были, но я не думаю, что это прямо была тенденция. И насчет источников. Если говорить про источники описания народа, это для младописьменных народов очень важно для формирования истории, описания прошлого. Мы с вами в разговорах, когда поднимали этот вопрос, вы говорили об Эвелие Чалеби как о работах человека, которого нужно либо по-новому пересмотреть, либо как источник самый достоверный, близкий или самоотражающий реальность. Почему так? Мгм. Ясно. Спасибо. Значит, вот источники, которые, как правило, используют, историки, российские историки, адыгские, неважно, западные историки, они западного происхождения. Я имею в виду по Западному Кавказу. Западного происхождения. И это такие источники, которые, формировались, ну, в общем-то, в среде, м, хорошо осведомленной. И поэтому, скажем, один автор, который приезжал в Черкесию через 50 лет после второго, нет-нет, да что-нибудь брал из предыдущего источника и вставлял в свое. Или, скажем, он, может быть, не брал буквально, как, например, Бларамберг, просто цитирует скрытыми цитатами. Он не пишет, откуда взял, но можно даже сравнить текст, видно, что он или Дубровин так же точно поступал. Да? Может быть, так вот он не поступал, но он все равно был под влиянием того, что уже прочитал. Эвлия Челеби абсолютно уникальный в этом смысле деятель. Он ни на какую европейскую традицию не, значит, опирался. Он что увидел, то записал. И мы видим, когда мы начинаем сравнивать детали, мы видим, что те факты, которые он приводит, они как бы вообще с неба взяты. Это очень ценно. То есть, например, у нас, я могу еще один такой источник назвать. Значит, это Минас Бжишкян. Или Медичи, как его иногда называют. Армянин-католик, родился он в Трабзоне, в Трапезунде, значит, в конце XVIII века. Какое-то время он был на русской службе в Крыму, вот, и он проезжал вдоль, вообще по всем берегам Черного моря, вот так. И основная книга у него так и называется «Понт, который суть Черное море». Ну, на очень странном, на тяжелом армянском языке он написан, не на современном. Вот. И вот, Челеби, например, ой, Челеби, пардон, Бжешкян, например, приезжает в Абхазию и перечисляет, какие у них сословные группы. Это совершенно другие названия, понимаете? Ну, если так открыть, так сказать, секрет, там не названия, он фамилии перечисляет. Например, он говорит «вверху» и называет фамилии, которые князья у абхазов. Скажем, дальше за ними. Называет опять несколько фамилий, которые у них... Вот. А, Получается совершенно другой взгляд на социальную структуру, не такой, как отложился в русских источниках, западноевропейских. О чем это говорит? Это говорит о том, что русские и западноевропейские источники неадекватно отражали ситуацию, которая в Абхазии тогда, в то время была. То есть они уже передавали ее так вот, из поколения в поколение, и сложилась историографическая версия. А реально люди, которые там жили в то время, они могли не знать этих названий даже. Я думаю, что подобные вещи и у адыгов, наверное, скорее всего, так подозреваю, были. И вот в этом смысле вот эти вот источники, 2 источника еще можно назвать, которые я здесь упомянул, они уникальны. То есть их взгляд свежий. Он не связан ни с какой другой традицией, которая могла бы повлиять на их восприятие. Поэтому это очень ценно.
Ну да, мы, наверное, поясним, что Илья Чалеби — это путешественник, исследователь, человек, который объездил Османскую империю и ближайшие Да, страны Каспийской географ, географ. географ. Он считается в Турции основателем географии, а его брат, между прочим, родной, считается основателем, ну что, он авиатор, первый авиатор. Вот как, скажем, вы помните в сталинское время, ну нет, вы не помните сталинского времени, но вы, наверное, смотрели фильм Андрей Рублев и какие-то такие вещи научно-популярные читали, что якобы там какой-то крестьянин где-то там в центральной России смастерил там, этот самый воздушный шар, и он пустился с церкви. Это все миф, конечно, никаких указаний, ничего абсолютно. Вот турки почему-то верят, что Эвлия Чelebi слепил крылья Из Галатской башни и из Галатской башни спикировал, там проплыл над Босфором. над Босфором. Да-да-да, есть даже фильм такой «Крылья над Стамбулом». Ну, я не знаю, верить надо им или не надо. Но сейчас мы не про него говорим, а про брата. Значит, брат, да, он доехал вообще-то до Австрии, то есть и в Европе был. Вот. Но здесь он побывал примерно так в 1644-46 году. Вот здесь конкретно, где мы с вами находимся, ну, я имею в виду на территории Западного Кавказа, и, конечно, удивительные вещи он сообщает. Они, понимаете, поскольку не стыкуются ни с чем, часто отвергаются. Да, вот выдумщик, но я, например, нахожу там очень много интересного. Ну, не только я. Черигба даже пытается реконструировать сацкий диалект на основе того, что записал искаженно, конечно, Эвлия Чelebi. То есть у нас других сведений о сацком диалекте абхазского языка XVII века просто нет. Это единственный пример. Если говорить о наших разговорах, да, у нас много разговоров было, но я попытался отобрать те интересные моменты, темы, которые мы поднимали, которые будут интересны и людям, и в записи в том числе, которая будет в последующем. Это такой момент, я предысторию расскажу. Иду как-то я по коридору университета, и в голове мысль: а есть ли что-то общее между индейцами и адыгами? И думаю зайти на кафедру, спросить, ну, а кого могу спросить? Игоря Валерьевича, который и был в поле, в резервациях в Северной Америке. Захожу на кафедру и задаю этот вопрос. И в ответ Игорь Валерьевич мне называет а, одного интересного исследователя, индейского исследователя, родившегося в штате Айдахо. Его звали Арчи Фини или Арчибальд Фини. И вот про него было бы интересно поговорить, кто он, как он попал в Советский Союз и что он писал о народах Советского Союза. И он побывал в том числе и на Кавказе. Кавказ, конечно, часть мира, сейчас часть глобального мира, поэтому с индейцами он сильно связан, не только через этого Арчи, Арчисмени, да. Например, такой факт, который меня всегда поражал, вот, скажем, в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, один из самых первых этнографических музеев вообще в Европе. Ну, и в России, конечно, но и в Европе. Кунсткамера имени Петра Великого. Вот там, значит, хранятся некоторые предметы, которые были собраны еще, ну, не при Петре, а там чуть позже, то есть, еще в начале XIX века. И вот несколько из них были куплены одним дворянином на базаре в Тифлисе, ирокезские в частности, и посланы, ну, он просвещенный человек был, и посланы им в Санкт-Петербург. То есть получается, что индейские предметы надо было покупать, не ехать в Северную Америку, а достаточно было в Тифлис поехать, на базаре можно было найти каких-то коллекционеров. То есть, да, Кавказ, конечно, он связан, он перекресток, и он и с этим вопросом тоже связан. Теперь про Арчефини. Значит, Арчефини не так сильно связан с Кавказом, но один интересный факт, который вам понравится, можно вспомнить. Арчефини, индеец Нес Перс, если переводить на русский язык, проткнутые носы. Ну, так их предки ходили, конечно. Арчефини никакой не Нес Перс в этом смысле. Вот. Грамотный человек, который закончил университет, и немножко поучился у Франца Буаса, то есть, можно сказать, его ученик. А потом Франц Буас нашел сумму, денежную грант, и послал его, договорился с российскими, советскими учеными и послал его в Ленинград, тогда это был Ленинград, значит, с двумя целями.
Ну, первая цель, пройти все ступенечки советского образования, посмотреть, как там чего, да, и защитить диссертацию, что он и сделал в 1936 году. А вторая — посмотреть, как там с коренным населением. У Буаса был план. Дело в том, что, значит, в Америке с XIX века существует специальное агентство правительственное, которое занимается делами коренного населения. Называется Бюро по делам индейцев. И, значит, это бюро долгое время возглавляли белые чиновники. Ну, то есть в Вашингтоне решали, кто будет заниматься этим вопросом. А Буасу хотелось, чтобы эту позицию занял просвещенный индеец, то есть сам представитель этого коренного населения. Ну, к слову, годов 70-х XX века только индейцы и занимают этот пост уже. Ну, это позже. А то, о чем мы рассказываем, это было еще в 30-е, в начале 30-х годов. Кстати говоря, 30-е годы тоже удивительное время. С одной стороны, в Америке его называли «красная декада», «Red Decade». Почему? Потому что именно тогда были установлены, значит, дипломатические связи между североамериканскими Соединенными Штатами и Советской Россией, и много визитов и в одну, и в другую сторону совершали деятели культуры, политики тоже и так далее. А с другой стороны, мы же знаем, какое это было тяжелое время. Маховик репрессий вот как раз разворачивается в это десятилетие. И когда Финни защищал диссертацию свою, уже ну, не пол института этнографии, но там треть института уже сидела, а кто-то и был расстрелян. И он, в принципе, убежал, успел убежать в 1936 году, потому что дальше, конечно, всех иностранцев, всех, которые вот так вот попадали в СССР, ждала участь очень печальная. То есть это время было непростое, да? И вот, значит, Буасу хотелось, чтобы Финни познакомился с советским опытом, что там происходит с коренным населением. Мы знаем, что в это время также еще и коренизация происходила. Не в это, а в 20-е годы, да, раньше. Когда автономные области создавались, разные там автономные районы, да, ну и в том числе Адыгейская, Черкесская автономная область в это время же была основана. И дальше, когда Финни с советской диссертацией вернется в США, вот с этим опытом, он его попробует устроить в бюро по делам индейцев. План удался, кстати говоря. Финни какое-то время, ну, скажем, не возглавлял бюро, но там занимал большие позиции. В принципе, до своей смерти, в 1949 году. Вот. И Финни, а, конечно, был шокирован всем то, что здесь увидел. Понимаете, и цензурой в том числе, ну, и хорошим. То есть эта жизнь сильно отличалась от той жизни, к которой он привык. И, наверное, язык ему не очень просто давался. У него были переводчики. Один из переводчиков, Иммануэль Гоник, а, такой тоже, ну, не ученый, а, скажем, интересующийся человек с университетским хорошим образованием. В Беркли он учился. Скорее всего, я так думаю, Гоник, судя по всему, из русско-еврейской семьи. То есть сам он родился в Америке, но родители его, наверное, все-таки в Российской империи. Вот. Человек левых взглядов. Сейчас, между прочим, сын его живет и тоже левых взглядов придерживается. Вот. И он знал русский язык, помимо английского. И вот он служил в Фине переводчиком. И какое-то время Фине не хотелось ехать в Сибирь, на Алтай, куда вот его Буас направлял, да. И он, конечно, под всяческими предлогами старался, ну, не то чтобы увильнуть, но более легко этот вопрос решить. И так вот, так сказать, в его жизни появился Кавказ. То есть он любил с Гоником вместе приехать в Сочи, в Пятигорске, например, есть фотография, как они там в каком-то пансионате на фоне пальм в Пятигорске вдвоем с Гоником, такие модно одетые, красиво оба. И был он, видимо, среди кабардинцев. Мы толком не знаем ничего об этом. Просто есть упоминания об этом, значит, письмах, которые он посылал Францу Буасу в Нью-Йорк. И он, значит, там, в частности, пишет, что это, смотрите, это было в 1934 году письмо послано. Ну, наверное, он появился в Советском Союзе в 1932. Вот, наверное, где-то в 1932-1934 он и побывал в Кабарде. Вот, и он пишет, что в целом, конечно, положение коренного населения в Советской России незавидное. Даже он такое грубое слово употребляет, что они отсталые. Они куда менее развитые, чем мы, североамериканские индейцы. Вот это я вот хочу подчеркнуть.
То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что уровень жизни, наверное, в резервациях, там, где он, ну, он жил, да, уже, конечно, был повыше, да. Но, говорит, есть исключения. Вот, например, на Кавказе советская политика колонизации удалась. Вот. И вот, скажем, кабардинцы, народ очень такой продвинутый, у них все хорошо получается и с языком, и с культурой. И, в общем, так он очень положительно, значит, оценивает эту ситуацию. Так что вот, что я могу рассказать про Фини в связи с Кавказом. Вот только то, что он сюда несколько раз приезжал. Но вообще-то эта тема, она, так сказать, и дальше может быть продолжена. Вот давайте вернемся к языкам. Время есть или уже сворачиваем? Понимаете, какая вещь? Я не знаю, слышали вы об этом или слышали. Наверное, слышали, потому что в Гагре, в Гагинском музее даже кто-то нарисовал, ну, там работал археолог такой, Руслан Барцес, может быть, он автор, не знаю. А кто-то нарисовал схемку, и, значит, родословное древо, и там написано, там, ну, там какой-то язык, дальше веточки идут, одна веточка вот абхазо-адыгские, а другая веточка — языки на Дене, в Северной Америке. Это, значит, языковая семья коренных американцев, понимаете? И там еще одна веточка — сино-тибетские языки. Есть такая гипотеза. Эта гипотеза была высказана, ну, скажем так, в разные этапы истории двумя очень, очень известными великими учеными. Одного я уже упоминал сегодня, Эдвард Сапир. Значит, Сапир в 19 году написал статью, где доказывал, что некоторые языки североамериканских индейцев до сих пор демонстрируют связь с тибето-бирманскими, с сино-тибетскими языками. То есть, понимаете, ну, ясно, мы сейчас уже хорошо знаем, что предки американских индейцев, они вышли из Северо-Восточной Азии, да, через Берингов пролив. Но это очень давно было, это было 16-14 тысячелетий назад, очень давно. А, но современные все семьи с их проязыками, вот насколько мы можем реконструировать туда вглубь, это максимум 10 тысяч лет. То есть это и то, это уже как фантастика, понимаете? Потому что, например, индоевропейская семья, вот эта разветвленная, очень большая, да много ветвей, она там 6 тысяч лет назад максимум распалась на отдельные языки, на отдельные языковые ветви. То есть это время вообще ужасно отдаленное от нас, но тем не менее Сапир считал, что определенная методика позволяет нам увидеть общие корни вот этих языков на Дене и китайско-тибетских. Это как бы первый этап развития этой а, гипотезы. А второй этап — уже Москва и другой великий ученый, наш соотечественник Сергей Анатольевич Старостин. Это уже 70-е, 80-е годы 20 века. И он, с другой стороны, подтянул в эту самую гипотезу уже северокавказские языки, и особенно, конечно, абхазо-адыгские. И получается, что если мы доверяемся этим людям, да, получается, что языки, значит, северокавказские, китайско-тибетские, китайско-бирманские и на Дене в Северной Америке родственны друг другу. Это родство очень отдаленное, но оно, в общем, восстановимо. Да, так что, видите, индейцы никуда не делись. Да, индейцы никуда не делись, и я, наверное, к оценкам Арчибальда Фини добавлю, что он выделил кавказцев, в том числе черкесов, кабардинцев, но раскритиковал алтайские народы Ну, где он севера. был? На Алтае был, Да-да, да. он на Алтае был. И по отношению к кабардинцам, по отношению к Кавказу Арчибальд написал: но, увы, их опыт вряд ли заинтересует бюро, имея в виду бюро по делам индейцев, ибо воспроизведим лишь в рамках набора новых экономических отношений. Я не испытываю оптимизма в отношении ценности российского метода как штуки, применимой к индейским резервациям США. Да. Ну, это другой вопрос, да, это как бы более общий вопрос, стоило ли применять советский опыт в Америке. Но знаете что? Там надо иметь в виду все-таки, что, опять же, эпоха очень неоднозначная, и, конечно, он понимал, что цензура существует и с той стороны, и с другой стороны. Почему я это говорю? Потому что, когда он
из Советской России туда вот вернулся к себе домой и работал, знаете, ФБР, устроило за ним слежку. И они опрашивали, информантов, ну, тех людей, которые работали с ним. И, в общем-то, они говорили, что он ведет себя как красный, что он там советует им добиваться суверенитета, значит, общинных земель и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот не совсем, да, это, утверждение прямолинейно надо понимать. То есть в Лэнгли за ним следили. Ну да, ну тогда и за другими, людьми, которые как-то были связаны с Советским Союзом, тоже следили. А как он закончил свою жизнь, Игорь Валерьевич? Закончил. От туберкулеза умер в 49 году. Ну, он пил, ну, вообще-то. Вот, то есть не очень хорошо закончил. Мог бы и дольше прожить. Ну, вот такая история. Но тяжело перенести, понимаете? Тяжело перенести, а, тяжело быть медиатором столь различающихся двух миров. Да, тут даже не двух, трех. То есть и своей этой резервации Лапвай, в Айдахо, где он вырос, да, и Белой Америки, где он стал чиновником, и Советского Союза, который тоже сильно отличается. То есть не каждому все-таки это... Да, таких случаев много. Это же не один, скажем, вы все, наверное, знаете, но это никакого отношения не имеет уже к Кавказу. Вы все, наверное, знаете это изображение. И вот зима, да, когда американские солдаты водружают знамя на маленьком японском островке, который недалеко от столицы там находится, да. Вот один из этих солдат индеец, Айра Хейс. Это очень известная история, про него даже роман написан, значит, другим индейским писателем Скоттом Мамадеем. Вот, и такая же точно биография. То есть герой, понимаете, персональные какие-то пенсии он имел, много чего другого, спился и тоже очень быстро умер. Так что не так просто все. Да, мы предупреждаем вас, что распитие спиртных напитков убивает. Социальная Социальная реклама. реклама. Да, социальная реклама. И я думаю, что можем переходить к вопросам, если они есть от аудитории. Давайте, конечно. Кто первый? В различных социальных сетях появляются споры о будущем адыгского языка. Будет ли это версия 2.0 или все-таки адыгский язык имеет право на жизнь и на продолжение? Спасибо за вопрос. Ну, мне как-то неудобно экспертом в этой, так сказать, области выступать, потому что и есть и другие более компетентные люди, но что я вижу, что я понимаю, конечно, не угрожает адыгейскому. Если говорить о вот западно-адыгском, адыгейском литературном языке, конечно, не угрожает ему ничего, как и кабардинскому тем более. То есть и по числу носителей языка, и по тому, какие возрастные категории пользуются этим языком. Ничего такого катастрофического в ближайшем будущем не грозит. Но проблема, конечно, есть. Проблема вот письменности, письменного языка. Вот она стоит серьезно. Насколько я понимаю, он вот этот вот свой статус младописьменного так и не может преодолеть. В том смысле, что письменная культура все-таки только один уклад какой-то в обществе, да, и люди очень многие воспринимают адыгейский, западно-адыгский литературный, как вот тимиргоевский диалект просто, да. Такая же история в Абхазии, точно такая же. Я думаю, и в других местах, а в Дагестане тем более и других местах Кавказа все это вот именно в таком виде. Ну, значит, какое-то время еще будет вот такая вот ситуация. Когда куда-то не склониться, да, либо в сторону уж совсем письменного развития, да, либо, может быть, еще большей активизации диалектной речи и так далее. Так тоже может быть. Возрождают языки, скажем, вот те, кому положено возрождать, по-разному в современном мире. Есть методики и такие, как мы привыкли, то есть создать алфавит, грамматику, вот мы упоминали Ашхамафа и Яковля, а можно возрождать язык бесписьменный, можно возрождать другими способами устный язык, это тоже делается. В тех же самых индийских резервациях сплошь и рядом такое происходит. Скажем, в деревне моей жены, да, там есть, это наша родственница, ну, такая не близкая, но родственница все равно. Значит, есть преподаватель абхазского литературного языка, да, к ней приходят детки, она их учит,
они, значит, там вроде бы там оценки получают какие-то, приходят домой и разговаривают только на диалекте. То есть кроме нее никто на литературном языке в этой деревне не разговаривает. В ней 2 с чем-то тысячи человек. Так что вот такое бывает, часто встречается. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Большое вам спасибо за лекцию. Очень интересная лекция. Вы упомянули Махабхарату как памятник индийской культуры. Да, это действительно так, и она является прям образующей, культурно образующей литературой, как и Бхагавад-гита, которая у них имеется. Две книги, которые они все должны изучить. Почему просто спрашиваю? Для индусов эта книга, она прям инструкция к жизни. И то, что мы называем эпосом, для них, вот, ну, как свод правил. Мы опустим, конечно, историю с глобализацией, с тем, что и у них тоже упадок культурный и религиозный, но, к чему просто вопрос? У нас, как у э, общества адыгского, есть также и нардский эпос. Он, похож своей структурой и назначением на ту же Махабхарату, на тот же индийский эпос. То есть там также есть свои боги, есть свои герои, есть, некая инструкция к жизни, есть некие события, которые показывали какие-то аналогии, которые так или иначе также случались в жизни у этих людей и сообществ, и народов, деревень и прочего. То есть люди, когда это изучали, передавали из уст в уста, это тоже были некоторые лекции как, современный ток, да, на которые там входят, на какие-то форумы ходят. Только это было в кунацких. Потом пришел ислам в Адыгею. К черкесам пришел ислам. До этого было еще христианство, потом пришел ислам. И те каноны, которые были до того в эпосе, они стали подвергаться сомнению, хотя бы потому, что там были языческие боги. Ну, конечно, убеждения у всех были разные, где-то они остались, в том числе и в XIX веке. Но так или иначе, сегодня как будто бы я нигде не слышу о том, чтобы кто-то исповедовал адыгское язычество. Сегодня есть другая тема. Это та же самая глобализация, которая также ставит под сомнение и каноны религии, в том числе ислама. Никого сейчас не хочу обидеть или заставить грустить, но так оно есть. Так оно есть. То есть людям проще зайти в интернет и посмотреть, как им жить, что им делать, куда стремиться в Яндексе или в Гугле. Заходить и изучать это в эпосе, даже адыгском эпосе, с которым мы мало когда можем соприкоснуться, даже в школе. Ну, в моей школе точно. А я учился в адыгейской школе, в НМ. Так оно как будто бы и есть. Я еще немножко разверну, извините за долгий вопрос, но я хочу, чтобы просто лучше меня поняли. Одной из причин, которую нашли в мире в 19, а позже в 20 веке, нашли в пропаганде, когда появилось понятие нации. И у людей вот это тот же самый эпос, история, черты культуры, какие-то именно особенности, которые подчеркивали, выделяли одних от других, они начали пропагандироваться, но с определенными целями. Чаще это были политические цели, где люди в конце концов конфликтовали с другими народностями. И за счет этого, да, безусловно, вырастал престиж культуры людей, вырастал престиж народа какого-то и прочего. Но, других, форматов, как вы, например, указали, того же, вы сказали это слово "престиж", да, когда это просто пропагандируется, но непонятно для чего. Одному человеку, условно там мне, да, мне до конца не ясно, зачем мне, человеку в 21 веке, м изучать адыгский эпос, равно как, любому аварцу, любому чеченцу, кабардинцу. Даже свой собственный диалект. Зачем он мне нужен? Что мне это дает? Помимо того, что я буду чувствовать себя, ну, в какое-то время получше, да, потому что я буду лучше понимать то, что когда-то где-то было сказано, закрою какие-то гештальты в своей голове, и все. Вот на моей жизни как это должно будет, отобразиться? Где мне искать эту мотивацию? И нужна ли она мне вообще действительно будет дальше? Мы упомянули сейчас, язык как, также образующее нечто, да, в культуре человека. А тут еще эпос. Я сейчас ни в коем случае не ставлю под сомнение ничто. Мне интересно ваше мнение именно как академика, потому что мне интересно разобраться, найти истину. Спасибо. Спасибо большое. Ну, то есть вопрос очень обширно прозвучал, но в общем сводится к тому, что мне высказать свою позицию, да и все, да?
Опять же, мне немножко неуютно вот в этой роли выступать, потому что, ну, еще раз говорю, это вот все-таки дело каждого, это ваш выбор. А я ведь просто должен, как ученый, со стороны на все это дело смотреть и там изучать и описывать. Ну, мнение, конечно, у меня свое тоже есть, это ясно. Ну вот, если по частям. Скажем, надо ли проводить прямо такую жесткую параллель между Махабхаратой и Нардским эпосом? Вот начнем с этого. Я бы не стал. Почему? Потому что, вы правильно сказали, Махабхарата и Бхагавадгита. Бхагавадгита — это часть Махабхараты, органическая часть. И там еще внутри Махабхараты такие тексты, которые сугубо религиозного содержания. То есть там, да, какие-то эпические герои вроде бы и фигурируют, но назидательность абсолютно однозначно понимаемая в рамках одной религиозной доктрины там тоже присутствует. Почему так? Потому что до Махабхараты с Бхагавадгитой в индийской культуре уже тексты были прямо религиозного содержания, например, Ригведа, да? И эти тексты, конечно, связаны друг с другом. А адыгская ситуация и вообще кавказская ситуация, северокавказская, все-таки нардский эпос, он, конечно, у адыгов, да, но он не только у адыгов, он еще и у осетин присутствует, и у целого ряда других народов. Другая. Нардский эпос — это эпос. То есть там, там фигурируют боги, да, они упомянуты так, совсем вскользь. Но нет там больших текстов, частей, которые бы противоречили, например, нормам ислама. Вот я что хочу сказать. То есть, если, скажем, индийцу придется принимать христианство, то, по идее, да, он должен отвергнуть Махабхарату с Бхагавадгитой, с Ригведой и так далее. Он поменял религию. Если адыгу приходится быть мусульманином или там, не знаю, христианином или кем-то еще другим, то нардский эпос все-таки не будет здесь, на мой взгляд, таким препятствием, как в том случае. Вот это первое обстоятельство, которое я бы хотел все-таки подчеркнуть. Второе обстоятельство насчет язычества и неоязычества. Насколько я знаю, какие-то попытки конструирования адыгского, я бы сказал, все-таки неоязычества, не язычества в подлинном смысле, они существуют. И в Кабарде их достаточно. Ну и, например, есть такой ученый, Нурби его очень хорошо знает, он сам нагаец по происхождению кавказовед, ну, в том числе и кавказовед, и исламовед, я имею в виду Ярлыкапова, да? Да, Ахмед Аминович Ярлыкапов. Он изучает этот так называемый хабдизм. Вот, то есть это есть. Ну, насколько эта тенденция жизнеспособная, насколько долго он протянет, ну, сейчас трудно судить, посмотрим, да? Мне кажется, что вот эти все формы неоязычества, они возникают не только у адыгов, не только на Кавказе, а везде по всему миру. Это свойство вот нашей эпохи. Это действительно, наверное, реакция, скорее всего, на глобализацию, действительно. То есть людям как-то хочется держаться за свою идентичность, подчеркивать ее. Поэтому, ну, мне кажется, надо спокойно просто относиться. Тоже серьезного какого-то конфликта не должно это все вызывать. Хотя по-разному бывает. Бывают сумасшедшие сектанты, все, что хочешь, бывает. Вот, теперь, вообще нужно ли это современному человеку 21 века? Вот это все. Ну, вы же пришли сюда, да? Вам же интересно послушать про культурные традиции, про вопросы, которые связаны с этнографией адыгов, хоть косвенно. А, значит, нужно, значит, какой-то аудитории это надо. Вот. Нужно ли сохранять языки? Надо сохранять их, потому что, язык — это же не просто, понимаете, а, коммуникативное средство и все. Это какой-то отпечаток картины мира уникальной. Язык, он же пронизывает вообще, так сказать, всю культуру, да? Он в какой-то степени действительно системообразующий, как вы сказали. Вот, с уходом языка уходит какой-то пласт. А мне кажется, интереснее мир все-таки множественный, нежели вот такой совсем унифицированный. Ну, вот. Да он и не идет к унифицированному. Это какие-то страхи, мне кажется, они преувеличенные. Не может такого быть, чтобы там через 50 лет все заговорили на английском или там на китайском или на каком-то языке. Такого не было никогда в истории, никогда не будет. То есть, да, вымирают языки пачками.
в наше время очень большое количество их вымирает. Почему? Это связано с национализмом, вы правильно говорите. То есть язык же не всегда был столь важным для общества. Он был таким, что его не замечали. На нем говорили и все. А в эпоху национализма он становится самой важной отличительной чертой, да, и люди начинают мучиться. Если я принадлежу к этой нации, я должен вот именно на этом языке говорить, а не на каком-то непонятном диалекте или там, да, уже себя я неуютно буду чувствовать, если я меньшинство в этом обществе. Это все привнес национализм. Поэтому языки, ну, которые в более сложной ситуации оказались, которые уже, так сказать, к этому шли, да, к вымиранию, они действительно уходят. Ну, в мире сейчас 6 с чем-то тысяч языков. Я не думаю, что это количество сократится там даже до 100. То есть это все равно будут и дальше тысячи. Потом процесс, отпочкования, образования новых идиом, новых диалектных вариантов языков, он неизбежен, он идет. Он все равно будет. Вот. Ну, конечно, в определенных ситуациях, например, если про адыгов говорить опять, да, мы сейчас видим другую фазу, да. То есть в начале этих диалектов было, скажем, больше 10, сейчас этих диалектов там 4, да. Ну, может быть, еще говоры какие-то надо учитывать, там 6-8. Все, то есть как будто бы пирамидка сходится к одному основанию. Но мы посмотрим, что дальше будет. Вот, так что этот моральный выбор, мне кажется, все-таки еще раз говорю, каждый должен для себя сделать, но вот моя позиция, что все это надо, это не мешает в 21 веке, и эти дилеммы ложные, то есть нет таких противоречий, которые иногда люди так вот остро воспринимают, по-моему, такого нет. По-моему, мир как раз 21 века готов принимать множественность. Вот. В каких-то участках этого мира, может быть, люди еще не готовы, да, и там происходят конфликты на этой почве, на культурной почве, на религиозной, на языковой, это правда. Но в целом мир, по-моему, понимает, что это нормальная форма выживания, ну, всего человечества. Вот. Скажем, когда люди изобретали язык эсперанто, да, вы же слышали о нем, они действительно верили, что придет такая эпоха, когда вот все будут разговаривать на этом самом искусственно сконструированном языке всего человечества. Ну, а чем это закончилось? Кружки эсперантистов сокращаются, сокращаются, сокращаются. Они еще есть, но это единицы уже. То есть в Краснодаре несколько человек, там несколько человек. Такого движения, каким оно было в начале 20 века, нет, это уже не то. Оно выдохлось. Есть ли какие-то вопросы, может быть? Игорь Валерьевич, мне бы хотелось задать вопрос, связанный непосредственно с вашей, со сферой ваших научных интересов. Лингвистический субэтнос армянского народа Черкеса-Гаи. Описывая этот этнос, Щербина говорит о том, что во второй половине XIX века черкесы-гаи, когда уже получают маломальское образование в церковно-приходских школах и изучают армянскую грамматику, начинают записывать черкесские заклинания своими армянскими буквами, то есть используя армянский алфавит. Скажите, пожалуйста, а вот учитывая ваш колоссальный опыт, приобретенный за десятилетия трудовой деятельности, можем ли мы назвать еще какие-то примеры фольклорных заимствований между черкесо-гаями, горскими армянами и черкесами? Спасибо. Спасибо за вопрос. Про черкесо-гаев. Значит, у меня вот такой есть тоже бывший аспирант мой, очень хороший ученый, уже даже не молодой, а средних лет, Володя Колесов. Вот он, наверное, сейчас в России, а может и в мире главный специалист по черкесо-гаям. Ну, я, конечно, и читал его диссертацию, и Щербину читал, и другие источники. Как тут обстоит дело? Значит, черкесо-гаи это не, ну, как вот так пока вырисовывается такая картина по источникам, это не какая-то единая группа, которая один раз переселилась сюда, например, там из Крыма, да, и вот так вот досуществовала до прихода русских, и все они на одном языке говорили, и все остальное. Нет. Скорее всего, это общность, которая сложилась из нескольких волн. Да, ядро этой общности составляют вот такие вот люди, которые, ну, уже там лет 400 в этих местах, да. И вот это ядро обегоговорящее. Вот, значит, они говорили на особом диалекте, который как бы промежуточный
Да, это понятно, потому что они жили в разных местах, среди разных локальных групп адыгов, и среди абадзехов они жили, и на побережье они жили, да, и среди бжедугов, и потом, когда они все сошлись в одном этом населенном пункте в Армавире, ну, до Армавира они еще, значит, в Черкесском Гривенском уле проживали, в Пашковском поселке проживали, то есть в разных местах, но все равно, в конце концов, все стеклись в этот самый Армавир, то вот это вот привело к образованию наддиалектной какой-то общности. То есть они вроде и по-адыгски говорили, но это их адыгская речь, она и не шапсукская, и не абадзекская. Есть специалист, была специалистка, да, Набокова, которая изучала, описывала их диалект. Ну, вот и у нее очень хорошая работа. Мы, в принципе, по этой работе можем судить, что это была за речь. Но среди них также были люди, которые говорили, может быть, немножко, но все равно они были, по источникам явно они присутствуют, которые говорили прямо на диалектах армянского языка. Они потом смешивались с черкесагаями, заключали с ними какие-то брачные союзы, но были такие люди. Значит, по источникам, которые хранятся в ГАКе, Государственном архиве Краснодарского края, мы видим, что из Турции время от времени небольшие группы приезжают, и тоже среди черкесагаев там вот как купцы начинают да, жить, работать. Из Нор-Нахичевани, которая находится там, где сейчас Ростов, да, Ростов-на-Дону, тоже какие-то семьи. Вообще почти все черкесские армяне в период уже колониальный, то есть когда уже русские здесь, они являются родственниками, значит, этих самых норнахичеванских армян. То есть почти все семьи носят фамилии, которые там и здесь. Вот. Но немножко остается фамилий оригинальных, ну, например, Багрсуковы, самая известная, вообще адыгская, да? Вот, такие есть. Есть, например, Тлихураевы, вот еще одна адыгская фамилия. То есть несколько адыгских фамилий у них сохраняется. Что дальше с ними происходит? Происходит следующее. Они очень быстро все русифицируются. И сейчас, в принципе, можно так сказать, этот диалект или эта наддиалектная общность, этот вариант западноадыгского языка вымер. То есть мы были в ауле Бжедухабль с Володей, вот, и одного человека там старого нашли, ну и все, понимаете. Еще там мне говорили, что в Армавире там до 8 человек было, но уже прошло время, никто на этом, по-адыгски уже никто из них не разговаривает. Они все говорят по-русски. Вот. Более того, даже если поспрашивать их, в основном они говорят: «Мы русские». Мы русские, ну да, какой-то дед, прадед был. И есть поменьше группа, которые также ассимилировались с адыгами. Таких встречал, когда люди помнят, что у них какие-то черкесские армяне в роду были, но сейчас они адыги. Так что черкесские армяне, черкесага исчезли. Вот. Можно так сказать. Теперь по поводу случаев взаимопроникновения фольклора. Понимаете, ну, есть эти указания в источниках о том, что среди сказителей нардского эпоса был армянин, вроде бы вот такой вот черкесский армянин, да. Ну вот Нурби мне рассказывал фольклорные тексты, которые он записывал у себя там, значит, в своем ауле, тоже, которые упоминают о черкесских армянах. То есть какие-то небольшие взаимопроникновения были, но, мне кажется, очень ограниченные. В силу того, что черкесских армян не так много было. Вот. Значит, почему мне так кажется? Потому что, скажем, я встречал в адыгской литературе, значит, совершенно фантастические истории про черкесских армян. Ну, то есть такое ощущение, что следа они никакого или почти никакого не оставили. Ну вот, например, в одной толстенной вот такой здоровенной книге, научно-популярной, там говорилось о том, что, значит, в Краснодарском крае был армянский район, и находился он там, где Армавир. Армавир был центром этого района, и там жили черкесские армяне. Это сущая ерунда, потому что армянский район, он находился на территории нынешнего Туапсинского и Апшеронского районов, никакого, ни малейшего отношения не имеет к черкесским армянам. Там проживали армяне из Турции, как раз вот теми, которыми я занимался и куда я ездил. Вот, они вышли не в XVIII веке, не в начале XIX века из Турции, а уже в 80-е годы XIX века. И просуществовал этот армянский район до 1953 года. Вот. То есть
Вот такая история, понимаете. Ну, вообще вопрос очень интересный, потому что среди черкесов же не только черкесские армяне жили. Среди черкесов жили еще черкесские греки, среди черкесов жили еще черкесские цыгане и даже черкесские евреи. Вот. И судьба у каждой из этих маленьких этнических групп своя. Вот греки, например, есть. Греки есть, чуть-чуть есть еще их. Хотя некоторые из них стали, как я уже говорил, русскими, а другие стали греками, даже в Грецию умудрились уехать. Вот. А черкесские евреи– это полумиф. Но это, вы знаете, очень интересная история. Мы вот совсем недавно, вернее, как, мы совсем недавно написали эту статью, а выйдет она в этнографическом обозрении в 5 номере, то есть в конце года. Вот, как раз там я пишу про этих самых черкесских евреев. Понимаете, такое ощущение, что Эвлия Чelebi, опять Эвлия Чelebi, да, который упоминает про них, он зафиксировал ситуацию, как возникают не только черкесские евреи, но и горские евреи в Дагестане и в Азербайджане. То есть, когда в горском обществе селится маленькая группа, и она как бы становится, ну, что ли, как жреческая каста какая-то. Ну, по крайней мере, так пишет Эвлия Чelebi. И потом вокруг этой группы люди, которые никакого отношения не имеют к евреям, они вот как бы, ну, что ли, как снежный ком, да? И это разрастается, разрастается. И вот такие вот, да, вот такие вот на Кавказе случаи тоже известны. Понимаете, есть источники, которые говорят о том, что евреи в Черкесии какое-то время, значит, были чуть ли не главными писарями. То есть до армян, до греков именно через них, так сказать, посылали письма султанам или там царям, кому-то еще. То есть вот удивительная вещь, да? То есть какой-то период даже они играли большую роль здесь, а потом все, они исчезли, их нет. Я думаю, что на этой интересной Читайте заметке этнографическое обозрение номер 5. читаете, да, номер 5, и Эвлию Чelebi тоже можно перечитывать и перечитывать. Мы на этом закончим. Даже если остались вопросы, я извиняюсь. Хронометраж мы уже за 1,5 часа перешли, уже время близится к 12 часам, как говорится, скоро. И я благодарю вас, Игорь Валерьевич, за то, что вы пришли, за то, что вы нам рассказали, поведали, раскрыли некоторые вопросы, заставили кого-то, может быть, задуматься иначе, мыслить иначе, подходить к, казалось бы, обыденным и уже привычным вещам. И от себя я тоже вас благодарю за ту роль, которую вы сыграли в моей жизни. И Игорь Валерьевич был научным руководителем магистерской диссертации моей в Кубанском государственном университете. И также посоветовал, написал огромную, как бы это назвать, рекомендацию в Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Большое вам спасибо, Игорь Валерьевич. Спасибо. Ну, я со своей стороны тоже всех благодарю. Вот, у меня было очень важно вот такой повод получить, поболтать со всеми. Спасибо.